До сих пор продолжаются обсуждения среди обывателей, уже не просто долгие годы, десятилетия, на предмет еврейской крови, которая якобы текла в жилах вождя национал-социалистов Германии Адольфа Гитлера. Конечно, в определенный момент времени другой обсуждаемой темы просто не нашлось. Но ведь кому-то это надо было, а именно версия о том, что Гитлер был евреем, а значит, евреи сами виноваты в своей массовой гибели, появилась на свет едва ли не раньше, чем великий диктатор покончил с собой в бункере имперской канцелярии. И очень скоро от нее отпочковался новый миф. Никакого массового убийства евреев не было. Холокост якобы выдумка победителей, подхваченная мировым еврейством. Именно распространенная ложь о массовых этнических чистках сионисты добились того, что им разрешили создать государство Израиль. Бред какой-то. Однако, откуда все-таки появилось утверждение, что чудовище, под руководством которого были уничтожены миллионы евреев, сам из их числа? Официальная перепись населения свидетельствует о том, что Адольф родился на территории Австрии в апреле 1889 года. Существует версия, что его отец, Алоис Шикль-Грубер, был незаконно рожденным и до 14 лет носил фамилию матери. Позже его мать вышла замуж за некого Хитлера. Со временем эта фамилия немного видоизменялась. И под этой фамилией Алоис уже начал свою юношескую жизнь. То есть сам Адольф уже родился в семье полноправных Гитлеров. Многочисленные исследователи зацепились за тот факт, что отец Адольфа Гитлера был незаконно рожденным. Именно из этого источника собирались по крупицам частички информации в надежде собрать в единое целое и вынести на суд общественности факт того, что среди ближайших предков Гитлера были евреи, и что он сам не являлся чистокровным арийцем. Даже придумали конкретное лицо, от которого была беременна родная бабка Адольфа, от некого хозяйского сынка, когда она работала прислугой в доме еврейской семьи по имени Франкер-Бергер. Но в ходе более детального изучения этой родословной был выявлен тот факт, что в 1830-х годах в том районе, где работала бабушка Гитлера, не было никакой еврейской семьи. Более того, там вообще никогда не жили евреи. Также заострялось внимание на взаимоотношениях Гитлера с его родным племянником Уильямом Патриком, сыном единокровного его брата Алоиса и его первой жены ирландки Бриджит Даулинг. В 1938 году Адольф Гитлер попросил Уильяма отказаться от британского гражданства в обмен на высокопоставленную работу. Испугавшись ловушки, Уильям решил покинуть нацистскую Германию. Основываясь на предсмертные мемуары нацистского бонзы Ганса Франка, того самого преступника, повешенного после Нюрнбергского процесса по обвинению в преступлениях против человечества, многие эксперты придерживались такой версии. Уильям Патрик угрожал фюреру, что покажет Германии, что в их семье могла быть еврейская кровь. Однако факт подобного шантажа доказан не был. Историк и журналист Хесус Эрнандес, автор блога «Это война» и 2 десятков книг о войне, утверждает, что хотя отношения между ними и были натянутыми, трудно доказать, что шантаж имел место, по крайней мере, на уровне исторической правды. Можно только строить догадки. Не исключено, что его поспешный побег из Германии связан с попыткой шантажа. Хотя исследования свидетельствуют о том, что дед Гитлера по отцовской линии вряд ли был евреем. Но очевидно, что одного заявления его племянника об обратном хватило бы, чтобы нанести серьезный удар по Гитлеру. Тем не менее, я не думаю, что Уильям Патрик пытался шантажировать дядю, ведь ему было что терять. Это был наглец, пытавшийся извлечь выгоду из своего родства, но он не был полным глупцом, чтобы подобным образом отдать себя в лапы гестапо. Предположения о возможности этого шантажа широко отражены в книгах Розенбаума и Эрнандеса в работе «Краткая история Гитлера». Но самый интересный парадокс заключается еще и в том, что по результатам исследования ДНК родственников Гитлера, которые инициировали бельгийский журналист Жан-Поль Мулдерс и историк Марк Вермеер, выявлено, что Адольф Гитлер был не только евреем, но и африканцем. Национальность не уточняется. Оказывается, есть еще индивидуумы, способные определить национальность при помощи генетики. Полнейший бред. Это равносильно при помощи астрологии определять перспективу беременности бесплодной старой дамы.
Адольф Гитлер сам в немалой степени способствовал созданию в своей родословной белого пятна, которое затем послужило основой для появления одного из самых живучих мифов о нем – мифа о его еврейском происхождении. Почему этот миф так живуч? Только ли потому, что он выглядит скандальным, жареным фактом? Нет, он по сегодняшний день активно используется ревизионистами всех мастей для того, чтобы обелить Третий рейх или даже выставить Адольфа Гитлера тайным агентом сионизма. Абсурд? Увы, так считают далеко не все.